Угрозы Трампа сработали, есть важные утечки, но они диаметрально разнятся. Удары усилились, в Израиле сообщили о тысячах раненых, в Иране не досчитались очередного вождя. Намеки Орбана отвергают и не только в Киеве. Удар на новом направлении. Украинская армия отбрасывает россиян к границе. Путинский режим ударил по России, катастрофа ширится, реакции нет. Александр Григорьевич меняет профессию. Диктатор проводит на работе все меньше времени и все больше занят другим делом. Резьба сорвана. После Павла Дурова российские власти раскритиковал еще один IT-предприниматель с громким именем. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 6 апреля. Коротко о главном. Новости Нехта, факты, скорость и ясность. Ультиматум Трампа не сработал, режим говорит нет. По данным The Wall Street Journal, Тегеран отказался идти на уступки США. Речь шла о ключевых требованиях, в том числе об открытии Ормузского пролива. Напомним, Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, потом уточнил, что время ультиматума истекает во вторник в 20:00 по Вашингтону, или по киевскому времени это 3 часа ночи в среду. В случае невыполнения его требований президент США пообещал устроить режиму ад. Но, по сведениям The Wall Street Journal, представители Исламской Республики якобы пошли в отказ. Но у другого издания другая версия. По данным Axios, США и Иран не только разговаривают, но даже обсуждают прекращение огня. Речь идет о 45 днях перемирия. По данным источников издания, переговоры идут через посредников Турцию, Египет и Пакистан. А спецпосланник Трампа Стив Уитков и глава МИД Ирана Аббас Аракчи даже имеют личный контакт, обмениваясь текстовыми сообщениями. Но у собеседников Axios особой уверенности в успехе этих контактов нет. Больше слов говорят дела. Иранский режим нанес новые мощные удары по Израилю. Есть попадания как минимум в 15 местах. В Тель-Авиве есть раненые. 1 человек в тяжелом состоянии. В Петах-Тикве также пострадала женщина. Самый жесткий удар по Хайфе. Баллистическая ракета разрушила здание. Спасатели уже достали из-под завалов тела 2 погибших. Еще под завалами могут оставаться люди. Минздрав страны озвучил тревожную статистику. С начала операции «Рык льва» в больницы доставили более 7 тысяч человек. Госпитализировали 130. Среди них 2 в критическом состоянии, еще 15 тяжелых. У иранского режима и его марионеток все еще сохраняется достаточный арсенал. Как пишет Bloomberg, после 5 недель войны у Ирана остается более 1000 ракет, способных достичь территории Израиля, а у Хизбаллы в Ливане еще 8-10 тысяч ракет малой дальности. Агентство опирается на мнение офицеров Цахал. По их мнению, такого запаса хватит еще надолго. Причем до начала операции у Ирана было 2000 ракет, то есть уничтожено и израсходовано только половина. Режим Аятол потерял очередную большую шишку. В результате авианалета погиб Маджид Хадеми, глава разведки корпуса стражей Исламской революции. Это одна из ключевых фигур в системе безопасности страны. Смерть генерала подтвердили правительственные СМИ, а также и в Израиле. Корпус стражей Исламской революции бьет по мирным жителям, а мы уничтожаем глав этих террористов. Лидеры Ирана живут в состоянии преследования. Мы будем продолжать охоту на них. Хадеми возглавил разведку КСИР сравнительно недавно, в прошлом году. Его предшественник тоже был убит. Тогда в результате израильского удара по Тегерану во время июньской 12-дневной войны. Украина отвергла причастность к взрывчатке у газопровода в Сербии, по которому топливо идет в Венгрию. Первым отреагировал представитель МИД Георгий Тихий.
Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом с взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под ложным флагом в рамках масштабного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии. Ранее тревогу подняли Александр Вучич и Виктор Орбан. Взрывчатку нашли рядом с трубой «Балканский поток». Президент Сербии предположений не делал, а вот глава венгерского правительства и его министр иностранных дел сразу начали намекать на Украину. Но еще более интересно, что обвинения в адрес Киева отвергают и в Белграде. Глава агентства военной безопасности Сербии Джура Йованич заявил, что обвинения в адрес Киева – это дезинформация и попытка заставить сербских силовиков работать на третью сторону. По маркировке на взрывчатых веществах однозначно видно, что их изготовили в Соединенных Штатах Америки. Не скажет ли кто-нибудь сейчас, что, возможно, в настоящий момент это выгодно для США? По его словам, у спецслужб заранее была информация о возможной атаке, и подозреваемый человек из группы мигрантов с военной подготовкой. Армия Путина вновь бьет по детям. В Одессе российский дрон попал в жилую многоэтажку. Погибли 3 человека, среди них мать с 2-летним ребенком. Еще минимум 10 раненых, 2 в тяжелом состоянии. І те, що вони творять, це страшне зло. І накануні такого свята великого, як Великодень, католики вчора святкували, звершують і не можуть напитися людською кров'ю. І нормальна людина, і тим більше віруюча людина, вона ніколи таке не зможе не підтримати і, саме головне, не оправдати. Параллельно ударили по энергетике. В Черниговской области были повреждены сразу несколько объектов, а без света в какой-то момент остались 340 тысяч абонентов. Всего за ночь армия агрессора выпустила по Украине 141 дрон. А по России ударила стихия, ну и 26 лет правления Путина. В Дагестане наводнение вышло на новый уровень. Накануне начали рушиться многоэтажки, теперь тут прорвало дамбу Геджухского водохранилища. Поток разрушил мост на федеральной трассе Кавказ. Движение полностью перекрыто. Потоком смыло автомобили, потом людей. Да. Поворотник не работает. Ты не знаешь, почему это может быть? Наводнение длится уже более недели, а реакции из Кремля – 0. Москва тратит деньги не на улучшение инфраструктуры в регионах России, а на разрушение ее в Украине. Украинская армия отбрасывает захватчиков к границе. В Харьковской области ВСУ восстановили контроль в районе села Амбарное. Об этом сообщил проект Deep State после обновления карты боев. 2 недели назад оккупантам удалось там продвинуться, но теперь ситуация изменилась. По данным аналитиков, подразделения 129-й тяжелой механизированной бригады провели зачистку лесов и выбили российские силы с занятых позиций. Но не прекращаются удары и по тылам страны-агрессора. В Новороссийске дроны атаковали нефтеналивной терминал Шесхарис. На объекте вспыхнул мощный пожар, загорелся причал, ключевая точка для отгрузки нефти. Атаки шли по всему Краснодарскому краю, сирены звучали в Анапе, Геленджике, Сочи, но основной удар пришелся именно по порту. Это один из важнейших узлов экспорта топлива. Москва учла ситуацию на Ближнем Востоке и меняет тактику. Об этом пишет The Sunday Times. Издание цитирует представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната. С начала войны в Иране мы наблюдаем рост количества атак и изменения траектории полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО. Удары могут идти по 24 часа и включать до 1000 дронов. Они осуществляют атаки, которые становятся более длительными и изнурительными днем. Их труднее отбить, поскольку команды истощены после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление солнцем. Проблема уже на поверхности. Ценные ракеты заканчиваются. По словам Игната, на некоторых установках остаются буквально единицы. Украина пытается компенсировать это многоуровневой защитой от мобильных групп и вертолетов до F-16 и других систем. Вы знаете, я историк,
Известный историк, фотограф и футболист, замполит и директор совхоза, более известный как кровавый диктатор Беларуси, снова меняет профессию. Александр Лукашенко стал все больше времени отдавать не управлению, а хоккею. Как обратила внимание наша Нива, на минувшей неделе, согласно официальным сообщениям, у самопровозглашенного президента было всего 3 рабочих дня. В понедельник встреча с губернатором Чукотки, в среду совещание с военными, в пятницу открытие поликлиники в Минске. Остальное время хоккей. Во вторник, четверг и субботу он либо играл сам, либо давал советы другим. Если надо, чтобы команда президента опозорилась с вами сыграть, я всегда готов. Но пресс-служба диктатора назвала такой график сложным. Еще один известный российский предприниматель с громким именем критикует действия властей. Сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская обрушилась на попытки государства тушить интернет. Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными как VPN. Иными словами, Роскомнадзор сам устроил недавний масштабный сбой по всей стране, положив банки и систему быстрых платежей. Касперская предупредила, блокировать VPN без развала интернета технически невозможно. Но после звонка главы Роскомнадзора Андрея Липова Касперская извинилась за свои поспешные выводы. Правда, свой пост так и не удалила. Вот теперь извиняться в России приходится не только после разговора с Рамзаном Кадыровым. Как Москва помогает Ирану бить по Израилю? Где американский спецназ уже вступил в бой с бойцами КСИР? На каком новом море начали тонуть российские корабли? Сколько генералов не досчиталась Россия за неделю? И какая поломка произошла у американских астронавтов на пути к Луне? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.